Хорошо, у нас прогноз для весов. Весы, приветствую вас. Давайте посмотрим, что вас ждет с 1 по 10 декабря по всем сферам жизни. Представители знака зодиака Весы. Что у вас будет происходить в начале декабря? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что у вас. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? И совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, весы, первая декада декабря. Или на чем-то Ленорман хочет вам сделать акцент на какой-то, может быть, ситуации. Да, смотрите, вот вообще карта у вас очень хорошая. Но вот, может быть, для тех, кто в поисках работы, вы здесь надеялись на, может быть, получение какого-то предложения от статусного человека. Это может быть какой-то ваш покровитель или человек занимает хороший пост. Тут еще может быть какое-то будет, да, обратите на это внимание, будет какое-то выгодное предложение от кого-то вложиться во что-то. Обратите внимание, вы эти деньги можете потерять. И вот совет предупреждения, восьмерка, говорит о разочаровании. То есть вот эти карты говорят, что у вас может произойти в каком-то вопросе кризис. Этот кризис может быть связан с человеком. Мы сейчас еще посмотрим для тех, кто в отношениях. Тут маг, может быть, это какие-то манипуляции. Но при помощи вот этого кризиса, да, что-то вы можете потерять. Но взамен вы обретете больше. Хорошо, мы сейчас уточним. Смотрите, в начале этих 10 дней у вас ложится туз кубков. Тузы — это, как правило, начало. Это может быть начало новой любви. Это чувство, когда нас переполняют эмоции. Это может быть исполнение вашего желания. Это может быть какое-то предложение. Вот, давай мы сейчас вложимся во что-то и заработаем. Вот здесь будьте аккуратнее. Также туз кубков — это может быть предложение руки и сердца, вступить в брак. Это может быть еще какой-то проект, да, вот бизнес новый, новая работа. Это вот что-то, какая-то может быть новость, которая заставит вот вас радоваться, да, вот эмоции. Давайте мы уточним. Вот выход из каких-то переживаний и страхов. То есть в начале этих 10 дней решится какой-то вопрос, который вас очень сильно беспокоил. Не могу сказать, с чем связано. Десятка пентаклей. Финансы. Финансы, недвижимость, безопасность в вашей семье. Может быть, какая-то работа. То есть вот десятка и перешла в новое начало, да, в какой-то новый проект, например. Предложение о какой-то работе. Или вот я говорю, что-то начать. Не начинайте. Не получится. Гроб говорит, что все схлопнется. Но вы еще можете финансы потерять.
У кого-то, может быть, решается вопрос с недвижимостью, переезд. Опять тут вот маг, да? Маг — это может быть и специалист какой-то, который решает какие-то ваши семейные дела. Так, давайте мы посмотрим, что у вас тут с магом. У кого-то может быть беременность. У кого-то, у женщин из весов, да, зачатие при помощи какого-то специалиста. Так, сейчас. Туз пентаклей, десятка пентаклей. У кого-то здесь решается какой-то вопрос с жильем, с недвижимостью, с какими-то вложениями. То есть десятка перешла в туз. То есть это, знаете, как что-то мы продали, а что-то мы купили. Или тут помощь от семьи идет. Но опять же, туз пентаклей — это может быть семя, это зачатие, беременности. У нас тузы это дары. Это дар материальный, а это дар эмоциональный. Мне вот этот гроб не нравится сейчас. Что тут гроб-то? Ух ты, еще и крест. Нет, смотрите, ребят, если вам что-то предлагают, вы можете попасть в тяжелое положение, да, по кресту. Это получить проблемы, вот понадеяться на какой-то, может быть, выигрыш или, ну, вот что-то такое. А если вы здесь что-то покупаете, продаете, то проверяйте все очень тщательно. С юристами, с адвокатами посоветуйтесь, чтобы вот эти сделки или что у вас здесь происходит, покупаете вы что-то, чтобы все было чисто. Вот у вас тут на дне еще ложится паж. А паж — это работа с документами. Но по пажу у вас мало знаний, может быть, в юридических вопросах, поэтому лучше все проверьте. Тут у вас и паж, и король, и королева пентаклей. Может быть, здесь какие-то наследственные дела. Это, может быть, какой-то человек оставил вам наследство, да, какой-то пожилой ушел. Это может быть неожиданное приобретение наследства, например, получение каких-то денег. Ну вот если бы эти карты впереди лежали, я бы сказала, да. Потому что тут еще восьмерку говорит о каком-то разочаровании. Хотя это тоже карта может показывать уход кого-то. Хорошо, ну и если что-то здесь оформляете, то лучше, как говорится, перебздеть, чем не добздеть, да? Прошу прощения за мой французский. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, да. Карта влюбленные обещает вам и любовь, и страсть, взаимные чувства. Это зарождение партнерства. Конечно, карта всегда говорит, что над этими отношениями нужно работать. Тут еще в совет может карта говорить. Вот восьмерка — это когда притираются характеры. Вы все-таки весы, вы мечевая масть. Вот это вот конфликтность, а вам нужно быть мягче. Да, вот проявлять любовь, поддержку, заботу. Это притирка характера, восьмерка. Ну и в конце 10 дней у вас тоже колесница. Это может быть знакомство где-то в поездке. Вы куда-то поедете, или, может быть, человек приедет там, где вы живете. Может быть, знакомство в дороге. Но это не обязательно. Просто карта может говорить о начале новых отношений. Для тех, кто работает, старший аркан умеренность говорит, что все у вас вот в эти 10 дней на работе, в бизнесе все будет очень стабильно. Здесь нельзя ничего менять. Вот если вам поступает какое-то предложение вложиться во что-то, нет, не надо. Не вкладывайтесь или подождите, не спешите. Еще эта карта говорит, если у вас сейчас появится желание там, поменять работу, уйти с одной работы на другую, то опять не время. Умеренность говорит, пусть все идет так, как идет. Кто-то, может быть, из весов сейчас что-то ждет. Может быть, вы ждете продвижения по карьерной лестнице. Вот как бы вот в конце этих 10 дней, да, здесь может быть получение новой должности. Или, может быть, придут деньги, которые вы ждете, которые вы потом сможете, может быть, вложить. Кто-то ждет поездку или какого-то переезда, может быть, по работе, командировка. Или, может быть, вы вообще планируете куда-то уезжать, вот на заработки, например.
А вот для тех, кто в поиске работы, старший аркан повешенный, ну, конечно, это безработица. Но еще здесь карта говорит, что вам нужно поменять свой взгляд на то, что вы ищете. Если вы раньше работали, например, в офисе, то сейчас вам нужно искать работу, которая связана, например, с поездками, переездами, передвижениями. Может быть, наоборот. Или повешенный всегда говорит, что нужно, может быть, куда-то уехать, в другое место. Может быть, вот там, где вы есть, перспектив нет. Так, ну давайте мы посмотрим. Повешенного. Да. Здесь что-то надо менять, захватывать какие-то новые территории, воплощать в жизнь какие-то ваши мысли, вот проекты. Или, опять же, уезжать. Финансы здесь ложится императрица. Ну, у кого-то здесь траты на беременность. Вот для тех весов, кто ищет какого-то специалиста, ну, скорее всего, придется потратиться. Также это могут прийти, вот у кого, может быть, роды, это могут прийти вот эти декретные выплаты на детей. Кто-то будет тратиться вот на обустройство нового дома. Это вот создавать уют императрицы, да, это создавать свою империю. Может быть, это покупка каких-то красивых вещей, мебели. Ну, вот то, чтобы в вашем доме было комфортно. Кто-то из женщин, может быть, будет тратиться на свою внешность. Вот, может быть, для тех, кто на пороге любви, ну, это может быть салон красоты или купить себе какие-то красивые вещи. Ну, а также, может быть, это воплощать какие-то ваши проекты, замыслы, может быть, это что-то связано с работой. И в конце этих 10 дней у вас ложится колесница. Кто-то может отправиться вот в дорогу. Тут все-таки как звонок какой-то или сообщение, и вам нужно прям срываться. Это отправление куда-то в путь. Также колесница может говорить о продвижении по карьерной лестнице или решении финансовых вопросов. То есть вот тут вот что-то зависло, не двигалось, вы уже переживали по девятке. Тут начинается движение, может быть, переезд, да, вот смена места жительства. Кто-то, может быть, будет покупать или какие-то вопросы, связанные с автомобилем. Может быть, вот здесь как раз нужно для того, чтобы зарабатывать, может быть, нужно будет купить машину. И это связано будет, как я сказала, работа с какими-то, может быть, перевозками. Там доставка, логистика. Может быть, вот просто газель купите и будете зарабатывать на том, что будете какие-то грузы доставлять. Но у кого-то тут новые отношения. Восьмерка говорит всегда, что если вы в каком-то вопросе зашли в тупик и не видите выхода, то здесь надо или вернуться к истоку этой ситуации, попытаться все исправить и начать заново, или отказываться от каких-то замыслов, целей и ставить новые задачи. Для кого-то здесь совет, карта говорит, нужно куда-то уезжать. Хорошо, давайте получим для вас совет. Весы, первая декада декабря. Живи по правде. Я живу в свете истины. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего. Хорошо, у нас прогноз для скорпионов. Давайте посмотрим, что вас ждет, скорпионы. Первая декада декабря по всем сферам жизни. Что у вас будет происходить в начале декабря? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Что у вас? Для тех, кто в поиске работы. Ваши перспективы. Финансы. Скорпиончики, у вас одни жезлы. Очень будет энергозатратный период. Что у вас будет происходить в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро.
Сюрприз, неожиданность, скорпионы, первая декада декабря. Или на чем Ленорман хочет сделать вам акцент на какой-то, может быть, ситуации. У женщины здесь может быть предложение о новой работе или начало какого-то проекта. Может быть, даже вкупе с кем-то. Например, какое-то бизнес-партнерство или какой-то творческий проект. Также здесь может быть какая-то работа, связанная с детьми. А у кого-то из женщин здесь новая любовь, но, скорее всего, вот эти карты говорят о очень молодом любовнике. Это, скорее всего, человек будет моложе вас. Это зарождение нового чувства. Здесь карта показывает, что женщина, скорее всего, выглядит намного моложе своих лет. Может быть, вы очень маленькая такая, миниатюрная, как куколка, да? Поэтому вам в ваши года никто и не дает. Ну, вот здесь у вас может быть новая любовная страсть. Хорошо. В начале этих 10 дней тут у вас какая-то ограничивающая ситуация, восьмерка. Это могут быть и внутренние, и внешние ограничения. Может быть, какая-то ситуация никак не развивается. Может быть, какой-то вопрос вы не можете долго решить. Постоянно какие-то препятствия на вашем пути. Это могут быть и, конечно, и финансовые ограничения, ограничения в работе, ограничения в отношениях. Иногда карта говорит, что вот у вас здесь рыцарь жезлов, это какие-то очень большие амбициозные планы. Может быть, планы даже с тем, что надо куда-то уехать, в какие-то, может быть, новые покорять места. Может быть, даже это переезд с целью иммиграции по работе. Это ограничивать себя в любых сферах жизни, кроме работы. То есть сейчас вам нужно вот добиться каких-то карьерных высот. Если это было ограничение финансовое, то, скорее всего, в конце этих 10 дней вы этот вопрос решите. Может быть, еще, знаете, ограничения по здоровью. Может быть, кто-то простынет или там что-то заболеет, да, это вот спина, например. Там шея не поворачивается, где-то продуло. Поэтому здесь будьте аккуратнее, да. Одевайтесь теплей. Вот для тех, кто в отношениях или в браке, здесь или какие-то новости, или какие-то опять поездки, переезды, передвижения. Очень много коммуникаций. Решается какой-то вопрос. Вот может быть то, что никак вы не могли добиться, в этом деле начнется движение. Ну, может быть, это связано с вашим домом, с вашей семьей, с какими-то вашими семейными делами, может быть, с переездом. Кто-то может отправиться в отпуск всей семьей. Еще восьмерка — это значит преодолеть какие-то разногласия, недопонимания в браке. Это когда наши отношения переходят на другой уровень. То есть мы преодолеваем какие-то трудности в любви. Или вносим вот в устоявшиеся отношения вот огонь, какую-то страсть. Это, знаете, подарить новое дыхание. Да? Но у кого-то еще могут быть известия о беременности. Смотрите. Но здесь есть какая-то хитрость. Ну, например, женщина говорит мужчине, что я беременна, и надо уже нам вопрос этот решать. То есть или жениться, да, оформлять наши отношения. Здесь вот будет какая-то хитрость. Может быть, даже это обман. Давайте мы уточним. Ну, может быть, смена статуса, да. У кого-то, может быть, здесь решается вопрос с недвижимостью. Тут какие-то документы, переезды, передвижения, да, покупка, продажа недвижимости. Ограничения могли быть, например, никак не решался этот вопрос. Или вы что-то продаете из-за того, что у вас с финансами туго. Ну, не знаю, может, какую-то дачу. У кого-то здесь известие, например, о получении наследства. Или известие о одобрении кредита, например, ипотеки. Может быть, финансовая помощь от семьи. Восьмерка иногда говорит о денежных переводах. Кто-то, может быть, принимает решение начинать жить одним домом. Ну, смотрите, вот для мужчин, особенно скорпионов, да,
Известие это может прийти о беременности, да, ваша возлюбленная вам скажет, но все-таки есть тут какой-то подвох. В принципе, в совет предупреждения карты говорят, ну пора уже заключать какой-то договор. Может быть, реально вы затянули с этим вопросом, и женщина уже от отчаяния. Вот. Но я все-таки больше склоняюсь, что здесь для женщин какая-то новая работа. Хорошо, поэтому здесь у вас какая-то то ли финансовая прибыль, может быть, ограничения были, вы ждали какие-то деньги, вот перевод денежный приходит, да, и все, теперь вы уже спокойны и за настоящее финансовое в вашей семье, и за будущее. Тут у вас, смотрите, вот тут туз, может быть, это документы какие-то приходят, и вы, например, начинаете или ремонт, или, может быть, строительство. То есть вы эти деньги сразу вкладываете в свой дом, в свою семью. Ну, вот у кого-то, у мужчин все-таки будет вот эта неожиданная новость, может быть, даже не столько неожиданная, сколько неприятная, о том, что женщина беременна. Да, ну, смотрите, да. Карты уже сказали. А для тех, кто в поиске любви, да, здесь зарождение новых чувств. Но вот все-таки это шут, да, это, конечно, и знакомство, но для женщин здесь мужчина будет моложе. Конечно, иногда шут говорит просто о связи временной. Ну, там, как в песне пелось, да, было три счастливых дня было у меня. Может быть, это какой-то кратковременный роман. То есть это отношения могут быть и долговременные, а могут быть краткосрочные. Но это мы уже посмотрим в следующие 10 дней. А вот для тех, кто работает, у кого бизнес, тут или, вот я говорю, вы тут ставите какие-то амбициозные планы, покоряете какие-то новые вершины. У кого-то здесь предстоит какая-то поездка, это может быть командировка или переезд по работе, иммиграция, другой город, другая страна. У кого-то может быть предложение о новой работе, и вы прям загоритесь этой идеей. Может быть, это там же, где вы работаете, а может быть и смена работы. То есть тут карта говорит, что может поступить предложение, и вам нужно будет решение принимать очень быстро. Для тех, кто в поиске работы, да, вот идет борьба какая-то. Семерка, может быть, вы хотите что-то начать, но большая конкуренция. Или сейчас у вас на пути очень много преград. Вот вам тогда в совет говорят, что если вам в одиночку реализовать что-то трудно, то вам обязательно нужен партнер. То есть у вас какая-то цель, но понимаете, что пробиться вообще нереально. Да, но может быть вот в этой сфере большая конкуренция. Давайте совет вам посмотрим. Тут есть шанс получить новую работу. Ну, во-первых, по двойке это может быть работа, но не постоянная. То есть это вот какое-то предложение поступило, это вот заработать, но это не официально что-то. Это как бы продержаться пока на плаву. По двойке, может быть, у вас еще сомнения, что начинать, в какой сфере. То есть вы здесь еще не определились. Да, двойка может говорить, что или получится заработать, или вы взвешиваете ваши возможности. Одна двойка, вторая двойка и в совет третья двойка. Только с партнером. Вот тогда вы сможете реализовать ваши планы. Но хотя бы пока в одиночку будет сложно. Финансы. Тут кто-то будет тратить то ли на ремонт, то ли на строительство дома. У кого-то здесь какая-то дорога, переезд, может быть, по работе, траты. Но и в то же время туз всегда это начало нового чего-то, это начало нового денежного канала. У кого-то новая должность, новая работа. И в конце этих 10 дней королева Пентаклей, если карта показывает вас, это вот может быть для тех, кто переезжает, смена места жительства, может быть, это украшение дома. Это тратится там на мебель, на какие-то красивые вещи. Это как раз еще и покупка недвижимости, да. Может быть, еще это риэлтор, с которым вы заключите договор. Вот поможет вам проработать какие-то документы. Ну, там составить договор купли-продажи, проверить чистоту сделки, может быть.
Но также это занять хорошее положение по работе и получение прибыли. Ну или помощь от такой дамы. Может быть, это реально вот для женщин, скорпионов, может быть, это партнерство вот с такой женщиной. Она умеет зарабатывать, она умеет их и сохранить. Может быть, это вложение в новый проект, в новый бизнес. Хорошо, давайте получим совет для скорпионов. Первая декада декабря. Не спеши. Быстрее всего я расту в минуты затишья. Такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Стрельцы, приветствую вас. Давайте посмотрим, что ожидает вас в период с 1 по 10 декабря. Представители знака зодиака Стрелец. Мы посмотрим все сферы жизни. И еще у нас будет Ленорман. Стрельцы с 1 по 10 декабря. Что у вас будет происходить в начале декабря? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого они есть, отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. Стрельцы, первая декада декабря. Сюрприз, неожиданность или на чем-то Ленорман сделает для вас акцент. Да, смотрите, стрельцы, для тех, кто работает, здесь может быть какое-то коварство человека, которому вы доверяли. Это может быть и ваш друг, или может быть это коллега на работе, или если вы с кем-то заключали какой-то договор, ну то есть как сами, как специалист, здесь может быть какой-то обман. Но еще здесь может быть и ваши неправильные действия привести к какому-то разочарованию, потере. Вы могли какого-то человека ввести в заблуждение. И тогда вот эти карты говорят, это будут последствия уже этого обмана. Но, скорее всего, не в вашу пользу. Но также и коварство какого-то верного вам человека. Я думаю, что это только в работе. Как бы в других картах, в других сферах у вас карты хорошие. Ну хорошо, мы сейчас посмотрим. В начале декабря у вас старший аркан влюбленные. У кого-то здесь любовь, конечно. Для тех, кто в поиске, тут еще и солнце. Это и любовь, и страсть. Да, это встреча партнера, это сильное притяжение, влечение, сильное желание. Да. Также это карта выбора. Но тут карта говорит, что выбор вы должны делать сердцем. Постарайтесь, чтобы никто на вас не влиял. Вот, например, какой-то человек, близкий к вам, то может быть даже ваш возлюбленный, там, супруг или родственник, который вам что-то посоветует в этом выборе, и это будет неправильно, это будет ошибкой. Вот здесь влюбленные всегда говорят, этот выбор мы должны делать сердцем. Это выбор может быть направление, движение дальше, это может быть выбор в любви. Это может быть и бизнес-партнерство какое-то, предложение. Но вот здесь или вы не обманываете человека, или все-таки будьте аккуратнее, да. Потому что все-таки тучи говорят о том, что будут какие-то неприятности.
который будет сложно разрешить. У нас влюбленные не выпали ни на какую сферу, они здесь у нас в начале, как бы это. Поэтому я не могу сказать точно, в чем здесь будет предложение или выбор, но в любом случае карта говорит: слушайте себя. Тогда вы точно не ошибетесь. Вот для тех, кто в отношениях в браке, здесь ложится рыцарь Пентаклей. Для женщин, может быть, это отношения с представителем земной стихии. Конечно, карта показывает мужчину-трудоголика. Тут у него работа на первом месте. Также здесь может быть мужчина куда-то уезжает. Ну, не обязательно мужчина, конечно. Тут человек может уезжать на заработки куда-то. Это может быть и командировка, или это поездка по работе. Или, знаете, человек уезжает на заработки, у кого-то он, наоборот, возвращается триумфально с финансами. Также здесь может быть решение каких-то вопросов, связанных с домом, с семьей. Это может быть покупка недвижимости. Но в эту недвижимость придется вкладываться. Также здесь может быть еще решение вопросов с автомобилем, может быть покупка автомобиля или может быть продажа. Если по отношениям по любви, да, вы огонь. Вот для вас рыцарь Пентаклей, он очень надежный, но он очень спокойный. Может быть, даже показаться вам скучным. Но на этого человека вы можете полностью рассчитывать. Давайте посмотрим, что у вас здесь. Планы какие-то, планы. Ну, что-то здесь вы, о чем-то вы мечтали, что-то планировали. Здесь вы это реализуете. Вот я говорю, что-то вы здесь или покупаете, или продаете. Или поездка, опять же. И опять семерка у нас это выбор. И влюбленный выбор. То ли тут выбор между двумя партнерами или партнершами, то ли здесь выбор какой-то связан с вашим домом, семьей. Ну, может быть, вот хотите что-то купить, там, квартиру или дом. Может быть, там, жена хочет в одном месте, муж в другом. Да? Тут вот эта карта говорит, может быть, еще есть время и спешить вам не стоит. Тут, я говорю, у женщин здесь может быть выбор между королем кубков и рыцарем пентаклей. А также здесь может быть покупка при помощи какого-то человека. Так, я все-таки эти тучи хочу уточнить. Временная задержка какая-то будет. Здесь еще карты могут говорить, если вам человек что-то предлагает, а вы постоянно все это откладываете на потом, то вот здесь вот нужно уже реализовывать то, что вам человек предлагает. Может быть, это родственник или какой-то друг. Тут вот для тех, кто ищет работу, может поступить какой-то или помощь, или предложение о работе. Да, если вы здесь выбираете между двумя, то тут карта говорит, слушайте свое сердце. Хорошо, для тех, кто в поиске, да, солнце. Солнце — это радость, счастье, это любовь, это встреча своей второй половины. Наконец-то в вашей личной жизни выглядывает солнышко. А солнышко говорит, что теперь все трудности, проблемы в личной жизни, в поиске любимого или любимой у вас позади. Поэтому наслаждайтесь. Тут и в совет предупреждения карта говорит, да, проводите больше вместе времени, вот наслаждайтесь этой любовью, обществом друг друга. А если вас куда-то в эти 10 дней пригласят на какой-то праздник, торжество, то обязательно идите. Может быть, как раз там-то вы и познакомитесь. Для тех, кто работает, тут какие-то потери. Здесь может быть и потеря работы, или какой-то проект у вас провалится. Вот может быть на работе у вас кто-то, вот был у вас какая-то задумка, а может быть даже с кем-то, на который вы возлагали большие надежды. Ну вот то ли коварство друга здесь кто-то у вас, коллеги на работе, то есть какие-то дела нарушили ваши планы. Ну давайте посмотрим. Тут карта говорит, если вы в чем-то потерпели крах, то мы не отчаиваемся, мы начинаем что-то новое.
Скорее всего, это ваш собственный бизнес. Императрица — это вынашивание какой-то идеи, проекта. Вот человек беременен чем-то. То вот сейчас вам карты советуют воплощать это в жизнь. Будете работать, вас ждет успех. Может быть, конечно, вот как бизнес-партнерство вам кто-то предложит, как раз вот выйти из какой-то сложной ситуации по работе, человек вам даст какую-то надежду. Может быть, даже будет несколько предложений. Вот для семейных мы тут говорили, да, может быть, вот человек вам несколько предложений даст по работе, и вы будете обдумывать. Это может быть или начать здесь что-то, где вы находитесь, а может быть даже и куда-то уехать, как вариант. Но императрица всегда несет рост, расцвет. Тут еще, знаете, по императрице это может быть и помощь финансовая, например, от мамы. То есть человек в работе вам поможет, вот верный друг. Да ну кто у нас? Это или родственник, я говорила, или это верный друг. Поможет вам преодолеть вот эти трудности в вашей работе. Вот у нас на дне колоды шестерка пентаклей. Да, это помощь от человека. Или бизнес-партнерство все-таки. Для тех, кто в поиске, да, здесь поступит или предложение о новой работе, или поступит финансовая помощь также, чтобы вы могли реализовать какие-то ваши задумки. Еще карты всегда советуют, если вы хотите получить хорошую работу, или чтобы ваш бизнес развивался, вот какие-то задумки, да, тут нужно просто получать новые знания. По деньгам здесь у нас шестерка жезлов. Ну, конечно, эта карта говорит о победе, об успехе, может быть, о признании вас на работе как специалиста, продвижении по карьерной лестнице. Кто-то по деньгам куда-то уезжает, но, естественно, будут траты на дорогу. Но еще здесь карта говорит, это всегда получать заслуженное. То есть по делам твоим и оплата тебе будет. Если ты трудился, вкладывался там в работу, в бизнес, то, естественно, ты и получишь. Но еще это, знаете, по деньгам очень много клиентов, заказов, то есть хорошие перспективы. Кто-то может одержать победу, например, в суде, если у вас были какие-то судебные дела. Или выиграть вот какой-то конкурс, получить новую работу. То есть это вот победа над конкурентами, соперниками, завистниками. И в конце этих 10 дней у вас старший аркан умеренность. Конечно, эта карта всегда гармонии и баланса. И она говорит, что, скорее всего, в конце вот все вот эти трудности, или если они вообще были, да, говорят о том, что они вас оставляют, это обретение вот этого внутреннего спокойствия. И, как правило, у нас умеренность приходит после смерти, да, вот когда в нашей жизни происходят какие-то перетрубации, мы от чего-то отказываемся, уходим во что-то новое. А если кто-то собирался уезжать, то это карта ожидания. То есть дорога-то будет, но, скорее всего, позже. И как совет предупреждения, девятка кубков. Карта в первую очередь советует вам наслаждаться жизнью. Если вы тут закончите какой-то проект, то обязательно себя чем-то порадуйте. Не отказывайте себе в удовольствиях. Но а как в предупреждении, может быть, она говорит, не увлекайтесь банкетами, потому что можете прогулять все и остаться ни с чем. Хорошо, давайте получим для вас совет. Стрельцы. Первая декада декабря. Совет для стрельцов. Пора сеять. Семена благодарности посеяны в плодородную почву моей души. Да. Вот такой получился для вас прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего. Хорошо, у нас расклад для козерогов. Здравствуйте, козероги. Давайте посмотрим, что вас ждет в период с 1 по 10 декабря по всем сферам жизни. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого они есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви.
Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас происходит. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? Тут у нас прям 2 короля. И совет или предупреждение от Таро. А еще и королева у нас, да. Сюрприз, неожиданность. Козероги. Первая декада декабря. Или на чем-то Ленорман сделает для вас акцент. Да, вот Ленорман нам показал, что у вас вы стоите перед каким-то выбором, и вам его очень сложно сделать. Так, в начале этих 10 дней у вас ложится 5 мечей. Да, это карта войны. То ли вы будете втянуты в конфликт, то ли вы сами этот конфликт создадите. Это очень такое агрессивное выяснение отношений. Это когда мы не слушаем друг друга. Это вот, знаете, летают мечи. Да, вот по этой карте вы можете одержать победу вот в этом конфликте, но эта победа вас не порадует. Потому что люди, с которыми вы будете конфликтовать, уйдут разочарованные. Это вот первая победа. Конечно, если вас втянут в какие-то разбирательства, то карта говорит, если вы знаете, что вы правы, то дайте отпор. По поводу чего эта война, это может быть и на работе. Здесь дьявол ложится, здесь могут вас принуждать к чему-то, что вы не хотите делать. Например, вот эту модную процедуру. То есть это вот давление. Давайте посмотрим 5. Ну вот обида и разочарование. Ну вот с кем-то может возникнуть конфликт. 4, вот мы дуемся, мы обижаемся. Или мы себя корим за то, что вот мы так с кем-то, может быть, агрессивно выясняли отношения. Это вот в начале этих, ну не знаю, с кем вы поругаетесь. Может быть, это и дома, может быть, это вообще какой-то посторонний человек, может быть, на работе. Как бы 4 говорит, что шанс на примирение может возникнуть. Для тех, кто находится в отношениях или в браке, здесь у вас ложится старший аркан умеренность. Ну, карта вообще показывает гармонию, мир, спокойствие, взаимопонимание. То есть карта показывает гармоничные отношения. Я не думаю, что это именно конфликт у вас в ваших отношениях. Еще это может карта говорить об ожидании чего-то. Может быть, какую-то ситуацию вы ждете разрешения. Давайте посмотрим одну карту, что у вас здесь. Старший аркан сила. Может быть, есть какая-то ситуация, которую вы ждете разрешения этой ситуации. Здесь как бы в конце этих 10 дней у вас ложится король мечей. Это может быть какой-то специалист, который поможет вам решить этот вопрос. Может быть, здесь что-то у вас там с каким-то наследством, с недвижимостью, какие-то вопросы. Потому что здесь королева у вас пентакли, конечно, это ваша масть. И в деньгах король. Здесь вот пара, какие-то денежные вопросы вы решаете. То есть есть какая-то ситуация, ожидание этой ситуации, какое-то заключение договора или... Да, но может быть, здесь у кого-то реально выбор между 2 партнеров. Вот знаете, еще умеренность может показывать, есть у вас отношения или брак, но по умеренности, ну, скучно вам будет там. Вот нет ничего там, никаких... Вот все так, как есть, идет. Вот это вот какая-то обыденность и рутина, да, а вам хочется вот страсти, каких-то ощущений новых. Ну, кто-то вам эту страсть, скорее всего, дает.
Но также это может быть заключение, я говорю, какой-то сделки, покупка, продажа недвижимости. Но все-таки здесь, по-моему, не об этом. Что у нас здесь? Да, на дне у нас еще семерка мечей. А семерка мечей это кто-то, вы или кто-то действует как-то скрытно. Есть у вас кто-то на стороне. Может быть, на вас давят. Знаете, пятерка еще иногда говорит об ультиматуме. У дома у вас там все спокойно. Может быть, даже ваша возлюбленная или возлюбленный и не подозревает об этом. А вот третья сторона начинает на вас давить, вот заставлять вам сделать этот выбор, который вы сделать не можете. Вы не можете решиться на что-либо. И это вас очень сильно огорчает, что человек на вас начинает давить. Да, ну вот этот выбор-то у вас и есть. Но смотрите, этот выбор можете сделать только вы. Да, семерка-то это обман, но вот четверка может говорить, что вот этот вот конфликт может привести к тому, что вы можете даже вот с этой третьей стороной на какое-то время разойтись, не общаться. Вот, ну, то есть не потерпите это давление. Тут то ли вам кто-то должен помочь, какой-то король мечей, может, это ваш друг, родственник. Или здесь вы должны в конце этих 10 дней уже брать ответственность за этот вопрос. Может быть, здесь все завязано именно на финансах. Потому что король Пентаклей – это деньги, это человек, который создал вот эту свою империю. И он не для этого зарабатывал, чтобы потом с кем-то это делить. Скорее всего, для мужчин Козерогов вообще вас все устраивает. Но очевидно, на вас начинают уже ставить вас перед выбором. Хорошо. А для тех, кто в поиске любви, здесь шестерка кубков, здесь может человек из прошлого вернуться. Человек, с которым у вас уже были отношения. И опять вот эта невозможность, да, выбора, да, нерешительность. Вступать, не вступать. Вы понимаете, что, скорее всего, опять будет все то же самое. Давайте вам здесь совет посмотрим. Страсть-то может вспыхнуть опять по новой. Здесь еще может быть человек, с которым у вас были отношения, он куда-то уехал. То есть между вами есть какое-то расстояние, вот эта преграда. И этот человек может опять приехать. Все-таки туз жезлов – это дорога. Или здесь по шестерке это человек, которого вы раньше знали. Может быть, это какой-то ваш друг детства, одноклассник, одногруппник. Может быть, сейчас вот встретитесь и посмотрите на этого человека совсем другими глазами. Ну вот работа, я говорю, может быть, вас здесь заставляют, давят на вас. Также дьявол может говорить и об обмане, что вам что-то пообещали, но не выполнили. Или здесь есть какая-то очень большая зависимость. Давайте мы одну карту посмотрим на дьявола. Манипуляции здесь какие-то могут быть. Неприятная новость. Ну, например, у вас работодатель ставит перед фактом, что ты должен уколоться или увольняйся. Здесь вам советуют с кем-то проконсультироваться. Может быть, с юристом, потому что это, конечно, незаконно. Но как один человек вы здесь ничего поделать не сможете. Еще дьявол, это может быть неприятные новости, да, это может какие-то проверки, проверяющие. Это может быть придирка от начальства, какая-то критика. Или вот здесь реально что-то, какие-то новости неприятные, война, разочарование. Ну, я не вижу здесь ухода с работы, но какие-то могут быть неприятности. Или вам предлагают, например, куда-то поехать или в другой офис переехать, или в какую-то командировку вас отправляют. А у вас таких планов не было. Вот для тех, кто в поиске работы, ложит старший аркан справедливость, да, это, как правило, подписание трудового договора. Или карта говорит, если вы сейчас планируете что-то начать, вот король Пентаклей, это деньги, да, есть у вас финансы. Если вы планируете что-то начинать, взвесьте все за и против, учтите все плюсы, минусы, свои возможности и шансы.
А по королю пентаклей, если начинаете что-то, да, это здорово, начинайте, но постарайтесь не рисковать и сохранить уже то, что у вас есть. Но кто-то здесь реально может найти очень хорошую работу, занять прочное положение с хорошей оплатой. Может быть, эта работа связана банковская сфера, недвижимость, сельское хозяйство, какие-то инвестиции, строительство. Это вот то, что стоит на земле. Или как индивидуальный, или как человек, который работает на себя, это может быть заключение какого-то выгодного крупного контракта. Но финансы здесь может быть решение вопросов с недвижимостью. Все равно вот этот вот у меня треугольник, 2 короля и дама, да. Может быть, у кого-то здесь реально новая любовь, но то ли вот не желание расставаться с этой финансовой стабильностью, то ли реально вот человек вас обеспечивает. Еще это может быть одобрение кредита, решение вопроса с недвижимостью, может быть, это риэлтор, банкир, который одобрит там вам ипотеку или какой-то кредит даст. Также по деньгам, по работе, если этот человек вам что-то предложит, то соглашайтесь, а если что-то посоветует, то обязательно прислушайтесь. И в конце этих 10 дней у вас ложится король мечей, или вам нужно действовать как король мечей, вот при помощи этого меча что-то из своей жизни отсекать. То есть у вас появится шанс решить какой-то важный вопрос в конце этих 10 дней и навсегда избавиться от какой-то беспокоящей вас проблемы. То ли вы это сами сделаете, то ли при помощи вот этого короля. Это может быть юрист, там, судья, адвокат. Это может быть военный или человек, который олицетворяет власть, контроль, управление, может быть, какой-то чиновник. Также для кого-то это может быть врач-хирург. А в совет предупреждения у вас ложится королева пентаклей. Карта говорит, какие бы вопросы вы здесь не решали, недвижимость, отношения или работа, то подойдите к решению этого вопроса с практической точки зрения. И постарайтесь сохранить свои ресурсы. Хорошо, давайте еще получим для вас совет. Козероги. Первая декада декабря, совет для козерогов. Доверься интуиции. Моя жизнь находится под мудрым руководством. Слушайте свой внутренний голос. Особенно при выборе. Если вы здесь делаете какой-то выбор, то только сердце вам и интуиция подскажет, что для вас правильно. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Мы продолжаем наш расклад. У нас прогноз для водолеев на период с 1 по 10 декабря. Давайте посмотрим, что вас ждет по всем сферам жизни представителей знака зодиака Водолей. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Ну, как бы вторая потянулась, или шестерки, да? Хорошо. А для тех, кто в поиске любви, ваши перспективы. Работа, карьера, бизнес у кого есть. Для тех, кто в поиске работы. Финансы. И что вас ждет в конце этих 10 дней? В конце этой декады. Так, чуть подвину. Совет или предупреждение от Таро. Также мы посмотрим сюрприз, неожиданность на Ленормане или на чем-то Ленорман хочет вам сделать акцент. Водолей, первая декада декабря.
Вот на чем вам Ленорман хочет сделать акцент. Здесь карта показывает, что вы в каком-то договоре нарушили законы кармы. Здесь у кого-то может быть развод или разрыв отношений. Может быть разрыв помолвки. Или нарушение договоренностей, может быть по работе какой-то контракт. Но вот эта карта говорит, что вот эти отношения, с кем вы здесь разрываете партнерство, это они у вас кармические, судьбоносные. Но это, как правило, карты говорят, что вот кармический урок вы должны были пройти с этим человеком, но то ли вы оба в этих отношениях не справились. Также эти карты могут говорить, это произошло из-за любовного треугольника. Но это если касается любви. Хорошо. В начале этих 10 дней, в начале декабря у вас ложится паж пентаклей. Ну, как правило, пажи у нас это вестники, которые несут сообщения или какие-то, может быть, финансы. Да, может быть, не такие большие. Это может быть поступление детских, может быть, какая-то премия, может быть, прибыль какая-то от вашей работы. Также у нас паж пентаклей это или помощь от кого-то финансовая, или, может быть, заманчивое предложение о работе. Потому что для тех, кто работает здесь паж кубков, тут тоже какой-то новый проект, только-только зарождение. И для тех, кто ищет работу, старший аркан сила, это тоже ведь справиться с какой-то сложной жизненной ситуацией, ну, например, с отсутствием работы. Может быть, это вообще для вас новая сфера деятельности, и здесь вам еще нужно будет учиться. Ну, по пажу кубков это что-то для вас очень приятное. Может быть, это какой-то ваш проект, над которым вы долго думали. Ну, может быть, не было шансов его реализовать, финансовых, например. Здесь вам кто-то поможет. Также это какие-то материальные средства, которые вы хотите во что-то вложить. Это может быть недвижимость, это может быть, опять же, ваш бизнес, или вложить в обучение себя или своего ребенка. Это как бы закладка финансового будущего. Может быть, кто-то будет покупать, например, валюту для того, чтобы сохранить свои деньги. Хорошо. Отношения для тех, кто состоит в отношениях или в браке. Здесь у вас две шестерки. Опять же, помощь и шестерка мечей. У кого-то, может быть, здесь состоится переезд или какая-то поездка, но при чьей-то помощи. Вот. Кто-то, может быть, будет вкладываться во что-то, например, в недвижимость. Да, ну, купили, например, там дом, квартиру, переехали. А, ну, там, может быть, нужно будет еще там построить что-то, ремонт. А свою, например, квартиру вы будете сдавать, то есть получать какие-то финансы. Также две шестерки могут говорить о каких-то перемещениях, переменах вообще в вашей личной жизни. Как бы они потянулись одна за другой. Давайте мы посмотрим, что у вас тут за перемены, куда вы переезжаете. Так, ну, я не думаю, что сейчас. Умеренность всегда говорит, что пока нужно что-то подождать. Так, а что ждать? Императрица. Да, для тех, кто в отношениях уже брачных, здесь может быть переезд от чьей-то мамы. Потому что вот здесь верховная жрица, здесь императрица. Может быть, вам как раз и помощь оказывает, чтобы вы переехали в свое собственное жилье. Вот почему здесь карты говорят, что какие-то отношения у вас в браке или в работе кармические, но это могут быть отношения и с чьей-то мамой. Здесь есть желание переехать и обрести гармонию, баланс, потому что как бы здесь не вижу я каких-то уж ссор, конфликтов, но, может быть, было сильное влияние. У кого-то здесь может быть, конечно, и предложение руки и сердца, и беременность при помощи кого-то, но это может быть какой-то врач вам помог. Конечно, вот как сюрприз проигрывается, может быть, не для всех.
Потому что у нас совет предупреждения, старший аркан смерть лег. Да, здесь что-то заканчивается. У кого-то здесь разрыв отношений. Может быть, как по императрице показывает, и умеренность. Женщина ждала. Может быть, уже и помолвка была. Ну вот что-то произошло. У кого-то здесь полное расставание, окончание отношений. Если вы были в отношениях с несвободным человеком, то здесь, скорее всего, вы тоже не дождались, что человек наконец-то примет решение в вашу пользу. То есть вы устали ждать по умеренности. Вы не дождались этого колечка на пальчик, и вы расстались. Но отношения у вас были кармические. Здесь мужчине не хватило смелости наконец-то сделать решительный шаг. Да. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, да, старший аркан звезда, вы встретите свою звезду. Конечно, эта карта может показывать, что это не сейчас произойдет, а позже. Или это может быть знакомство, например, сейчас через интернет. Давайте мы эту карту посмотрим. Но здесь ваше желание, конечно, встретить уже партнера или партнершу. Но звезды говорят, что да, ваш человек придет, но мне кажется, все-таки это позже будет. Или у вас есть кто-то на примете, звезда, да, это где-то далеко, или это для вас кажется человек недосягаем. Здесь нужно просто действовать. Есть шанс покорить это сердце. Вас ждет успех в этих отношениях, если вы перестанете колебаться и сомневаться. И, наконец-то, по косе начнете действовать. Потому что любое промедление, как говорит эта карта, это упущенная возможность. Тем более, если вас обуревает страсть и желание уже покорить этого человека. Карта вам обещает победу. Хорошо. Работа, карьера, бизнес. Ну, тут зарождение какого-то нового проекта, замысла. Может быть, вот еще пока вы учитесь, получаете какие-то знания, все-таки пажи — это еще не действие. Это продумывание действия. Если вы на кого-то работаете, здесь может быть похвала, небольшая премия, то есть признание ваших заслуг. Давайте мы все-таки одну карту, потому что паж, если вы работаете на себя, то есть у вас какой-то проект, который вы хотите воплотить. Ну, а что-то еще пока, или вы еще пока его продумываете, как я сказала, да, или вам нужно все-таки заручиться чьей-то поддержкой. Вам может поступить предложение по работе. Тут, знаете, или вам нужно будет отказаться от той деятельности, которой вы сейчас занимаетесь, или вам нужно будет куда-то переехать. Здесь может быть даже смена профессии и даже рода деятельности, или смена локаций. Поэтому здесь ложится паж, что пока, я говорю, может быть, предложение поступило, или вот поступит эти 10 дней, и вы будете его обдумывать. Может быть, какой-то договор. Но вот здесь опять, как и в отношениях. Карта говорит, промедление подобно тому, что вы эту возможность можете упустить. Ну, решать в любом случае вам. Хотя вот в совет предупреждений старший аркан смерти говорит, что надо на что-то решаться. Если есть работа, которая вас уже не устраивает, значит, надо от нее отказываться. Потому что по пажу, очевидно, предложение вам понравилось, но у вас есть сомнения. А для тех, кто в поиске работы, старший аркан сила, да, ну карта говорит, что вы не опустили руки, вы ищете, проявляете активность, энергию, но пока, может быть, безрезультатно. Может быть, вы хотите что-то начать, но понимаете, что в этой сфере очень много конкурентов. Давайте вам совет посмотрим для тех, кто в поиске. Четверка пентаклей. Ну, это вообще карта осторожности. Если вы хотите что-то начать, то ли вам нужно еще средств набрать, да, чтобы вот сразу запустить производство, то ли вам нужно еще как-то, может быть, получить какие-то знания. Да, ну четверка, она такая интересная карта. Она может говорить, что и надо сейчас пока попридержать деньги, не вкладывать их.
А в то же время она говорит, что вот эта чрезмерная осторожность и опаска, что я сейчас во что-то вложу и потеряю, тоже мешает нам развиваться. Может быть, желание-то у вас начать есть что-то, но есть вот, да, вот эта осторожность по деньгам. Или реально их не хватает. Давайте вам совет посмотрим. Для тех, кто в поиске работы. Башни. Тут башни и смерть. Может быть, карты советуют вам, если уж понимаете, что ну, очень много предложений таких же на рынке, может быть, надо что-то поменять, какой-то другой род деятельности, рассмотреть. Или сменить локацию, опять же. Карта всегда говорит, что нужно, и смерть тоже, да, нужно убрать что-то, что вам больше не нужно. Это может быть и ваши установки, что вот я хочу только там работать. Или, может быть, карта говорит, что оставить все прошлое позади, сделать шаг во что-то новое. Может быть, я говорю, другая сфера деятельности. Или другое место, да, больше ничего не идет. Ну, зато радует, что с финансами у вас все в порядке. Девятка пентаклей. Вот я все-таки сказала, что здесь разрыв, но вот у кого-то все-таки здесь переезд. Потому что вот девятка пентаклей, здесь может быть, знаете, еще получение наследства. Какой-то человек ушел. Это может быть введение в наследство, получение недвижимости. Также это покупка недвижимости, продажа. Еще это удачный шанс получить наследство, на которое вы даже не рассчитывали. Вообще девятка пентаклей всегда показывает хорошее материальное положение. Почему я вот здесь говорила, что может быть переезд на одну квартиру, а другую вы будете сдавать. Это может быть не обязательно в том же городе, где вы находитесь. Может быть, вы меняете города, может быть, даже страны. То есть это жить за счет, например, аренды. Ну, у кого-то может быть нахождение работы. И в конце этих 10 дней у вас ложится старший аркан Верховная Жрица. Здесь, конечно, карта всегда показывает ожидание чего-то. Может быть, будет у вас в конце этих 10 дней какая-то сложная ситуация, запутанная. Здесь карта вам говорит слушать свою интуицию и свой внутренний голос. Также Верховная Жрица у нас это карта тайн, секретов. Вы можете узнать чей-то секрет. Ваш секрет может выйти наружу. Давайте мы уточним Верховную Жрицу. Это еще может быть карта матери. Карта матери. Хозяйки дома. Тут проследуется линия влияния, сильное влияние мамы на ваши отношения. Чьей это мамы? Еще, конечно, это тайная связь с богатой женщиной. Может быть, у вас и расставание ваше в отношениях из-за того, что у вас завелся кто-то третий. Ну, это тайная связь, и для женщин это соперница, скорее всего. Ну и в совет предупреждения карта смерти. Она всегда говорит, что нам нужно отказаться от того, что больше нам не нужно. То, что уже не жизнеспособно. Да, иногда смерть переносится как освобождение, а иногда нам больно. У кого-то из водолеев здесь был кармический урок, и как раз старший аркан смерть и говорит, что не бойтесь перемен, оставляйте все прошлое позади. Идите к новым горизонтам, к новым возможностям, к новым далям. Давайте для вас совет посмотрим. Водолеи. Первая декада декабря. Стой на своем. Я человек порядочный, мужественный и сильный. Вот такой вам совет. У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас расклад для рыб. Рыбки, здравствуйте. Давайте посмотрим, что вас ждет в период с 1 по 10 декабря. По всем сферам жизни. Ну или нормально нам покажет или сюрприз, или неожиданность, или на чем-то сделает акцент. Рыбы, первая декада декабря.
Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого они есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность. Ленорман. Рыбы. Первая декада декабря. Или на чем-то Ленорман хочет сделать вам акцент. Тут у вас и в деньгах какое-то путешествие. Вот как сюрприз или неожиданность Ленорман сказал, тут вы или очень много будете переписываться, разговаривать. Здесь то ли у кого-то поездка состоит, путешествие. Я так думаю, что туда и обратно. Ну, обратно-то когда там, непонятно, да? Тут карты не показали. То ли вы будете очень сильно беспокоиться. Тут человек то ли уехать должен, то ли к вам приехать. И вот это волнение, беспокойство будет передавать очень сильное напряжение вот в вашем доме, в вашей семье. Или волнение за какого-то близкого родственника. Кому-то предстоит очень серьезный разговор по поводу какой-то то ли поездки, то ли путешествия, то ли, может быть, даже иммиграции, если кто-то планирует. Также это, знаете, процесс отпускания. Вот птица, да, птица свела гнездо. Ну вот для кого-то из рыбок, мамочек, может быть, ребенок ваш куда-то собирается уезжать. Это может быть, конечно, и другой город, но больше, я думаю, это куда-то за границу. Работать ли, учиться ли. И это вот очень тяжело отпустить дитя, да, из своего гнезда. Но, скорее всего, это нужно. Это, наверное, перспективы хорошие. Ну, и понятно, что мы головой это понимаем, а сердцем отпускать нам тяжело. У кого-то могут быть какие-то проекты, связанные с иностранцами. Это может быть проекты, связанные с коммуникацией. Может быть, это интернет, какие-то сделки, например, или деловые соглашения. Вот какой-то проект, но тут или партнерство по птицам, или вот именно что-то, проект связан с коммуникацией. Я думаю, что это интернет. Здесь какие-то хорошие деловые соглашения и надежные сделки. Да, может быть, проект развивается не так быстро, как вам хотелось бы, но вам опять и в совет говорят, да, умеренность. Все идет своим чередом. Не пытайтесь как-то эту ситуацию продавить, ускорить. Тут самое главное вам вот эти 10 дней, сейчас вот этот коридор затмений, да, проявлять умеренность в плане принятия каких-то важных решений. Потому что, как говорят астрологи, то, что мы уберем из своей жизни в коридор затмений или кого-то, то это уже навсегда. Или примем какое-то важное решение, то обратно уже дороги не будет. Хорошо, в начале этих 15 дней у вас тут ложится дьявол. Да, ну дьявол, во-первых, показывает страстное желание чего-то, может быть, кого-то. Также это соблазны, искушения. Еще это поддаваться страхам, эмоционировать сильно. И из-за этого мы принимаем неправильное решение. А вам и говорят, вот дьявол и ангел, да, вам и говорят, вот сейчас, во-первых, не поддавайтесь страхам, не принимайте какие-то важные решения в вашей жизни. Потом уже это не исправить. Вот сейчас вообще ничего не надо менять. Потому что все-таки в отношениях здесь десятка мечей. Да. У кого-то может быть
расставания. Еще, конечно, дьявол — это желание чего-то. Иногда мы хотим что-то купить, но для этого нас подталкивает воспользоваться чужими деньгами, то есть влезть в кредит. Здесь, конечно, подумайте, сможете ли вы этот кредит потом выплачивать. У кого-то, может быть, на работе, если вы на кого-то работаете, сопротивляться, да, может быть, это навязывание вот этой модной процедуры, то есть это желание, даже не желание, это злоупотребление властью, это навязывание, это давление, да, ну, манипулирование. И у кого-то здесь, может быть, реально на работе, или, значит, делай эту процедуру, или увольняйся. Вот это вот сопротивление этому. Давайте мы уточним. Конечно, в отношениях это могут быть и измены, искушения. У кого-то здесь может быть страстное желание начать какой-то бизнес, проект. У женщин это может быть желание стать мамой, получить колечко на пальчик, или что-то связано, например, с недвижимостью. Вот обрести свой дом, построить свою империю. То есть это, знаете, когда молодые, например, приезжают в свою квартиру, это сделать все по-своему, вот как мне нравится, а не жить с кем-то и ничего невозможно поменять. У кого-то здесь желание познакомиться, да, даже не желание, здесь может быть реально знакомство, это страсть, императрица, да. Здесь у кого-то любовь. Ну, давайте тогда посмотрим для тех, кто в отношениях и в браке, что у вас здесь заканчивается. Конечно, если смотреть на отношения, то десятка мечей всегда говорит, что все, это окончание любви, это расставание, будь то это брак, будь то это просто любовь, отношения. А вам совет говорят, сейчас ничего менять нельзя. Тем более, если это произойдет на эмоциях, потом можете пожалеть. Давайте посмотрим. Да, император и императрица. Вот потянулась карта. И король кубков. Здесь то ли соперничество в отношениях, в браке, то ли здесь у женщин выбор. Смотрите, жизнь ваша, вы принимаете решение, но вам карты сейчас говорят, не надо ничего менять, подождите, не обрубайте вот эту связь, переждите хотя бы этот коридор затмений. Все-таки вас показывают императором и императрицей. Вот это может быть какая-то связь на стороне, может разрушить ваш брак или ваши отношения, а вы очень похожи. Ну, король кубков, опять же, это ваша масть. У мужчин здесь может быть соперник, тут может быть борьба за свою любовь. Но также карта может говорить, что заканчивается для мужчины, заканчивается роль мужа и отца. То есть вы теряете свой трон сами по своему желанию или вас поставили перед фактом. Если по своему, то лучше подождите. Ну, решать вам. Может быть, здесь, конечно, любовный треугольник. Может быть, здесь вообще карта говорит, что никаких треугольников, просто заканчиваются отношения. Это обретение одиночества, да, вот, отшельник. Может быть, вам сейчас комфортно побыть вообще без отношений, наедине с самим собой. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, да, здесь встреча, здесь приглашение на свидание, здесь любовь. Вот мчится рыцарь вам навстречу вот с этим кубком любви. Мужчины сами влюбятся. Но здесь, если эти карты показывают любовь, то тут будет и страсть, и желание. Но и женщина меняет статус, становится императрицей, то есть возлюбленной, а мужчина обретает такую даму. Но здесь отношения будут не только страстные, но здесь и любовь. Вообще отношения очень будут жизнеспособные, крепкие. Поэтому встречайтесь, общайтесь. Тут может быть еще и знакомство с человеком где-то далеко. Это может быть человек приедет, ведь рыцарь, да, он едет. Может быть, это как человек приедет в командировку или по делам в ваш город. Может быть, вы куда-то поедете, там познакомитесь. Может быть, в дороге. Там за рулем будете ехать, колесо пробьете, человек остановится, ну и завяжется знакомство. Да, но вот в любом случае вы сейчас не закрывайтесь, а общайтесь.
Вот работа, карьера, бизнес, да, здесь пятерка жезлов, тут какая-то конкурентная борьба. Тут или борьба вот с начальством, что вам что-то навязывают, или, может быть, очень большая конкуренция, и вот надо пробиться. Да, здесь карта говорит, нужно проявить упорство, может быть, попытаться как-то привлечь к себе внимание, ну, например, какую-то рекламную акцию провести или там скидки. Также может быть здесь борьба за какую-то должность. Вот, например, императрица, да, занять хорошее положение. Но все-таки императрица это что-то свое. Если это борьба за какое-то место, здесь опять карта говорит, проявите упорство, выделитесь на фоне других претендентов, и есть шанс обойти их. Еще, конечно, иногда карта показывает вот какую-то суету, то есть движений, дел много, а толку мало. Здесь надо как-то вот по умеренности успокоиться. Если, например, никак не можете пробиться, да, привести свои дела вот в гармонию, баланс и просто подумать, что нужно предпринять, чтобы вас увидели, да, вот, хотя бы привлечь к себе внимание. Может быть, открыть еще какое-то новое направление, там, где вот все-таки меньше конкуренции. Хотя сейчас это сделать очень сложно. Может быть, вот выйти на какие-то просторы, например, работы с иностранцами. Или если вы работаете автономно, может быть, интернет. Показать себя более широкой аудитории. Хорошо, для тех, кто ищет работу, здесь вам кто-то поможет. Эта помощь может быть финансами, чтобы вы что-то начали. То есть вот здесь вот, может быть, дьявол оказывает хорошую сумму денег. Ну, например, если вы люди молодые, может быть, помощь там от родителей, от мамы. Для того, чтобы вы наконец-то начали вот этот вот свой проект, вот эту свою идею, которую вы долго вынашивали. А если вы ищете работу на кого-то, здесь может быть человек как протеже, замолвит за вас словечко, но для этого птицы говорят, что вам нужно очень много коммуницировать, общаться с другими людьми. Может быть, это кто-то из вашей семьи поможет вам найти новую работу. Поэтому вот как-то без чьей-то помощи вам будет сложно. Еще, конечно, эта карта говорит, что сейчас, если вы планируете вот начать свой проект бизнес, то вот если будете вкладывать туда финансы, то все это окупится. То есть это принесет вам хорошую прибыль. Поэтому действуйте. Но вот пройдет сейчас коридор затмений после 4-го, тогда начинайте. Финансы. Здесь могут быть траты на какую-то поездку, переезд, перемещение. Тут какое-то путешествие у вас предстоит. Еще это могут быть деньги получаться через интернет. Может быть, какие-то переводы. Если, например, вы где-то работаете с иностранцами. Ну, еще 6 мечей может показывать, что деньги-то есть, но вот они как-то утекают непонятно куда. Здесь карта всегда советует составить список и понять, куда вы тратите. А то вот вроде как деньги есть, да, в кармане густо, а потом раз, вдруг ничего нет. Но больше, я думаю, здесь все-таки траты на какую-то поездку. Поездку, путешествие. Может быть, кто-то в отпуск поедет. Или, как я говорила, кто-то ребенка отправляет куда-то учиться. А может быть, это вот именно нужно будет оплатить все это. В конце этих 10 дней у вас выпадает старший аркан-отшельник. Ну, кто-то здесь, я думаю, выходит из отношений, обретает одиночество. Да, иногда нам полезно побыть наедине с собой. Но всегда, когда приходит отшельник, мы должны просто понять, что грядут какие-то перемены. Большие или маленькие, важные, незначительные, но они обязательно произойдут. Кто-то может уехать в одиночестве куда-то. Может быть, это поездка по работе, может быть, по учебе. Ну, а если вы сейчас вот замкнулись на своем внутреннем мире, может быть, кто-то занимается духовными практиками, медитациями, кто-то ищет свой путь, по которому он пойдет, например, по работе, то карта говорит, если пришло время отстраниться вот от этой повседневной жизни, то побудьте пока наедине с собой. Нам всегда необходимо вот
Вот это вот тишина и спокойствие. Еще отшельник может показывать, что вы будете чему-то, например, обучаться, может быть, под управлением вот такого наставника или гуру. А кто-то из рыбок уже сам может передавать свои знания, может давать какие-то консультации, советы. Может быть, опять эта деятельность связанная, вот как я говорила, здесь какие-то коммуникации. То ли с иностранцами, то ли вам нужно уехать, то ли это может быть работа через интернет. То есть делиться какими-то своими знаниями, мудростью. И совет предупреждения умеренность, ну вот она говорит эти 10 дней, старайтесь не принимать никаких кардинальных решений. Сейчас все должно быть спокойно. А если уж вы решились тут вот что-то, да, то опять же утихомирьте свои эмоции, все продумайте, а уже потом принимайте решение. Здесь карта говорит, что нужно проявить терпение, спокойствие и не пороть горячку. То есть вот старший аркан умеренности говорит, что сейчас вам лучше плыть по течению, оставаться вот в зоне своего комфорта, найти собственный внутренний баланс, а нужные события, вещи и люди придут к вам сами. Хорошо, давайте получим совет для рыб. Первая декада декабря. Совет. Забота о себе. Я принимаю и люблю себя. Такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.